Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз на февраль. Что откроется, что прояснится в феврале? Давайте с вами узнаем. И цыганский старинный пасьянс, на пороге каких событий вы стоите. Какие события вас ожидают с первых дней месяца, давайте с вами узнаем и начнем с карт пасьянса. Теоретически или планетарно могу предположить, что в феврале, после 4 февраля, некоторые вопросы, по которым были заминки, будут развиваться немного быстрее. Это связано с тем, что планета Уран переходит в прямое движение. И, скорее всего, это все то или те темы, которые напрямую касаются нашего благополучия. Благополучия, причем по части финансов, может быть, по части дома, каких-то важных документов. Все то, что делает нашу жизнь более устойчивой, где-то и равномерной, упорядоченной. Организация, может быть, вашей жизни. Ну, давайте узнаем. И я надеюсь, что, конечно, любой расклад, прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но все же мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы получите. У вас дорога. У кого-то это может означать дальнюю дорогу. Ну, пусть буквально этой дороги не будет даже в феврале, но кто-то может готовиться, по крайней мере, с первых дней февраля. Вы будете ее рассматривать, может быть, даже как вариант. А тут правда, тут может быть дорога как исполнение желаний. Корабль сам по себе символ Меркурия и перемен. Ну вот Уран скоро совсем, правда, в конце апреля перейдет в знак зодиака Близнецы. Так вот, корабль, мы говорим тогда про Меркурий. Может быть, где-то нам значения карт говорят, что ты будешь к чему-то готовиться. И, скорее всего, квинтэссенция может быть именно где-то в апреле месяце какого-то вашего задуманного дела. И, скорее всего, это исполнение желаний вообще-то прописано, поэтому, может быть, вы предпринимаете какие-то шаги буквально с февраля, как готовитесь к чему-то, а в конечном итоге у вас получится что-то осуществить. Но не все же вопросы мы решаем за один день, да? И для кого-то это может быть как более далекая траектория, когда проиграются именно эти сроки, буквально по месяцам. Тем не менее, спокойное течение жизни. Имеется в виду, что, где-то идет изглажено или слажено, или так, как вы это предполагаете. Ну, это если вот в самом начале нашего пасьянса, поэтому, может быть, первые дни февраля. Лицо, как цыганка, поэтому и пасьянс цыганским называется. Тем не менее, просто лицо и прописано значение как тот человек, которого мы еще не знаем или мы не знаем достаточно хорошо. Вот смотрите, здесь может быть какая-то новость. Новость от именно какого-то нового знакомого лица. Пусть это не новый знакомый, но это тот человек, который не совсем к вашему ближайшему окружению относится. И колокол– это, может быть, и вообще разрозненные, да, эти значения. Человек сам по себе. Но для кого-то можно связать все-таки. Рядом находится значение, как в одном квадрате. Колокол– неожиданное известие. И это то, что внешнее. Это то, что каким-то образом на нас оказывает влияние, и пусть это не мы инициировали, но принять во внимание это необходимо. А также для кого-то из вас это может быть и такая история, когда какие-то согласования, вот открытая книга, это имеется в виду, может быть, и для кого-то обучение, но это официальные, как и лица могут быть, так и официальные какие-то органы, представительства, организации. Это может быть и работа, может быть, на работе или по работе вы узнаете какую-то новость, которая вас, отчасти, может быть, и шокирует, потому что колокол– это то, что мы не ожидали. Это то, что для нас, вот знаете, как вау, надо же, вот так вот получилось. И пусть это не ваше какое-то решение или не ваше желание, но как будто упустить или отмахнуться, просто так сказать, а это вообще этого не было. Мы не можем, это нужно принять во внимание опять же. Давайте посмотрим, что нам тут еще для весов скажут. Тут интересно. Любовь, мои дорогие. Лебедь, верность.
Смотрим, что мы можем соединить. И в нашем пасьянсе, напомню, карты, которые расположены в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали, мы тоже можем соединять. Смотрю, что у вас совпало. Откровенно говоря, не вижу больше совпадений, поэтому перейдем к картам Таро, немножко раскроем ситуацию. Так что же там откроется для весов в феврале? Может быть, и правда какая-то откроется. Вот интересная информация, потому что есть уже колокол, поэтому где-то новостная палитра может быть неожиданной. Вот что откроется для вас неожиданно? Что или кто появится неожиданно? Кстати, как информация, известие, а может быть и конкретный человек. И что прояснится в конечном итоге? Что ждет или вам чего ждать сфера вашей работы, достижений, у кого-то учеба, у кого-то, может быть, и документы, какие-то планы. Что ждет в целом по финансам, каким будет февраль месяц. И личная жизнь тоже самое, чего ждать. Так что уже там откроется. Вам тут кто-то может помогать. Для кого-то вот этого помощника или человека, который вам как раз-таки поможет, нужно будет найти. Он обязательно присутствует в вашей жизни. Но эта карта очень ёмкая, мы иногда говорим, как помощь высших сил, шестерка пентаклей. Есть, конечно, такое значение, потому что основное, как бы, это финансового успеха карта. И она говорит, ты тут вот немножко больше сконцентрируйся на себе. Может быть, карта и говорит, откроется. Тут финансовую ситуацию нужно контролировать. И, к примеру, откроется. Вы кому-то деньги одолжили. Ну, может быть, это было прежде. А вам человек может сказать: "Я вам вот прямо сейчас не верну". Или какую-то отсрочку мне дай. И, может быть, эта информация будет для кого-то неожиданна. В принципе, по деньгам тут какие-то тоже могут быть такие возможности. Все же это карта возможностей, когда к примеру, знаете, как открылись нужные двери, или мы встречаем какого-то человека. Пусть даже какая-то новость, которая звучит как триггер, а тем не менее, тогда это в добром смысле будет та возможность, которую мы не можем отложить на потом. Здесь для вас, вот именно для вас какая-то может сложиться полезная ситуация, я бы сказала. Так что же это откроется? Прям как по судьбе. Но если мы о финансах, контролировать финансы все же необходимо. Но верховный жрец– это иерофант. Он, как известно, нищий не бывает, а для кого-то из вас вопросы, связанные с кредитом, получением кредита, закрытие кредита, или когда к вам приходят деньги, а вам нужно их как выплаты какие-то сделать, платежи совершить. И это из разряда обязательных, потому что по верховному жрецу идут традиции или, ну, как власть закона, это тоже присутствует. Мы по-другому не можем. Нам нужно именно соблюсти какой-то, как ритуал или какую-то последовательность, которая, она уже принята в обществе или принята законом буквально. Но для вас это точно так же может говорить, что для кого-то что откроется, какая-то ситуация по работе тут тоже может открыться. И, к примеру, даже если вы узнаете, что руководитель будет меняться или происходят там какие-то перемещения по месту вашей работы, службы, но тогда для вас открываются новые перспективы. И тут самое главное, ну, где-то не сидеть сложа руки. Какой-то момент все-таки вам нельзя упустить, мои дорогие весы. А что или кто появится неожиданно? С учетом этих карт тут само по себе не появится, правда. Это мы тут как будто сами по себе и в таком, ну, состоянии немножко отчужденности можем быть. Или была какая-то прежняя история, может быть, сейчас мы достанем еще карты, когда вы вынуждены были отойти на второй план. Что или кто появится неожиданно для весов? А здесь может появиться правда, какое-то предложение. Или вы, может быть, так вдруг спохватившись, что, ну, к примеру, новость услышали, не приняли в расчет, во внимание, потом прошло какое-то время, дома додумали, на завтра решили: что ж я теряю время, дай-ка я пойду с этим вопросом и попробую предложить свою кандидатуру». Ну, к примеру, даже по работе, да?
И тогда у вас что-то, я вижу, получится. Потому что двойка пентаклей "пробуй" нам как будто говорит: у вас на кону ваше благополучие, ну, как в квадрате. Карта императрицы будет свидетельствовать. Ну, вот я говорила, что в центре вопросы вашего благополучия. Видимо, вы это особенно чувствуете. Вопросы дома, вопросы недвижимости, вашего как самовыражения, ваши планы. Императрица плодовита для кого-то буквально, мои дорогие девочки, те вопросы неожиданные, могут быть такие, которые связаны как и с жильем, может быть, где-то с детьми, может быть, и со взрослыми, да. Сама по себе карта очень благополучная, но она нам также говорит: "Надейся сам на себя". Мы не можем надеяться на кого-то. От вашей вот именно активности, может быть, неожиданно и появляются какие-то возможности. Есть момент, что мы по девятке жезлов вот так вот просидим, да, и будем думать, что, ну, вот оно идет, как идет, да, вот жонглер нам представлен на второй карте. Ну, вот оно как-то так. Из пустого в порожнее или из нуля в рогожечку. То есть вот для кого актуальна тема финансов или каких-то согласований, построения карьеры или буквально вопросы, которые связаны с жильем. Тут все равно самому придется какую-то активность проявлять. Более того, для кого-то из вас вам нужно как прояснить что-то. И возможности прояснить, безусловно, будут. И если, допустим, один путь или какое-то ваше, ну, намерение, вы видите, что нет, вот тут все бесполезно, тут будет тупик. Тогда нужно не тратить силы в этом направлении, себя как будто переключить, настроить на или скорректировать ваши планы. И не отложить это на какое-то абстрактное завтра. А тут надо для себя какой-то план четкий выработать и быть готовым к тому, что его реализовывать придется самому. И на кону ведь опять же ваше благополучие. Здесь вот нельзя некоторым образом ослабить внимание к тем процессам, которые происходят вовне, и одновременно, как эти процессы влияют на вас. Тут могут быть и разного рода два старших аркана. Здесь вопросы вашего личного статуса, ваших достижений, ваших ну, где-то намерений, целей, причем таких реальных. И, может быть, и дом, или ваше творчество. Ведь императрица, она плодовита, не только буквально, а именно на идеях. Но она же их сама и призвана осуществить в реальной жизни. Поэтому и значение карты "Надейся сам на себя". Мои дорогие девочки, вы можете быть в центре внимания. Я могу предположить, что для вас такой, может быть, даже в чем то более удачный период, и тут никак нельзя расслабиться, хотя будет хотеться, поймите. Но ведь именно мы упустим эту возможность. И потом мы можем где-то остановиться на полдороги и себе тоже где-то сказать: "Да нет, я уже в этом направлении сделал все, что мог". И, может быть, для кого-то, опять же, мы все разные. Для кого-то действительно вот как 2 траектории. И вот в одном или в одной траектории вы себе скажете: "Я сделал все, что мог". Тогда нужно перестроить себя как на новый лад, переформатировать. И на кону, опять же, ваше изобилие, процветание, по сути дела, счастье. Тут ведь, знаете как, пробуй, пока не получится или не надоест, если нам говорит, как совет, карта двойка пентаклей. То есть что-то есть такое вам очень знакомое. Может быть, это даже если мы возьмем вопросы вашей работы, то, что вы умеете делать хорошо, там вы где можете раскрыть свой профессионализм или ваше творчество, да, среди вас много творческих людей. Но вот теперь наступает время подумать, на какие рельсы это все переложить. Может быть, что-то и вокруг, вот как вы узнаете, вам именно из-за внешних каких-то условностей, которые вы не можете изменить, с учетом аркана Иерофант. Мы тут не можем изменить. Именно не можем, потому что не от нас зависит. Это уже так сложилось. То тогда как свое место под солнцем мы все равно должны найти. Для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни. Я, кстати, не исключаю, что для кого-то из вас это могут быть вопросы пары. Пары, вместе мы или нет, для тех пар, которые, ну, может быть, в сложных отношениях. Для тех, кто просто в банально какой-то ссоре. Мы тут можем примириться. Но тогда, понимаете, нельзя как замыкаться. Вот какое-то грозовое молчание вам точно не помогает. А дипломатия, она и открывает
путь, ну, пересмотреть какие-то вопросы, чтобы быть друг другом правильно понятыми. Может быть, это у кого-то даже беседа с руководителем, если мы говорим по поводу работы или построения вашей карьеры. Тут вот именно статус для кого-то из вас, с одной стороны, можно поменять, это для всех, неважно. Все-таки не по полу мы карту рассматриваем, то это может быть такая тема, когда либо я меняю статус именно благодаря тому, что, ну, больше внимания работе, заработкам, да, и вот через деньги как будто возможности приходят. Этого я и не исключаю. А для кого-то из вас смена статуса именно потому, что, может быть, прежняя была история личная, ну, как дружба, а теперь вы всерьез заговорите о оформлении взаимоотношений. Я точно так же могу предположить, кто-то ведь смотрит, и тут личная жизнь, будем говорить, совсем обратный характер какой-то имеет. Уже утрачено взаимопонимание. Опять же тогда, вот мы здесь разные все, да, и нам все карты говорят, как будто делены надвое. Вот принимайте то, что откликается в вашей душе, то, что подходит лично вам. Потому что мы тут тоже можем себе сказать, я в этих отношениях сделала или сделал все, что могла. И стало быть, траектория, если буду продолжать, она уже какая-то определенная будет. Хотя я могу допустить, что какие-то и вы отношения, которые вы продолжаете именно из-за финансов. Потому что, ну, есть какое-то связующее звено, которое объединяет вас, может быть, с каким-то человеком. Здесь не все тогда просто так, да? Вы, и тогда вас где-то внутренне может такое, ну, как сомнение, смятение. С одной стороны, хочется уже подвести как единому знаменателю, а с другой стороны, нет возможностей. Потому что какой-то порядок, система, может быть, она не говорит, что вы сейчас от чего-то можете отказаться. Вот так вот, раз, вот одним махом, то, скорее всего, нет. Почему? А потому что именно это тогда нарушит ваше благополучие, какой-то ваш гомеостаз. Так а что же тогда прояснится? Мир, мои дорогие. Я искренне надеюсь, что наступит мир. Я знаю, что меня смотрят многие люди из тех стран, где идет война, военные действия, где просто, может быть, ну, войны нет, а, ну, внешне неспокойно, потому что, ну, может быть, даже на улицу опасно выходить. Вот такое ведь тоже есть. Или как-то ненадежно. Поэтому будем надеяться, потому что это что прояснится. Может быть, даже на ваш какой-то вопрос напрямую именно война влияет. Закрытые границы или как обособленная какая-то территория, когда нет света, да, вот мои дорогие украинцы, нет света, нет тепла, нет воды. Вот вообще жуть, правда? Ой, искренне сочувствую, правда. Так вот, ну, так вот как-то по картам оно ложится. И все таки что прояснится, какие-то вопросы, может быть, более четкие даты. Но тогда я все равно могу, где-то искренне на это надеюсь, что как минимум до конца апреля более такие стратегии или тактики, или что будут совершены какие-то определенные действия согласования, когда в сторону мира или установление вот этого какого-то порядка, пусть даже или завершения, да, войны. Но, может быть, для кого-то это будет означать, что прояснится. Может быть, вы все же проясняете какой-то вопрос, когда как будто границы тоже для вас падают. Ведь это очень емкая карта, что прояснится. Здесь может быть самое разное, ну, как направление. Для кого-то, кто хочет славы, лавровый венок говорит, пожалуйста. Тут свои усилия нужно приложить как-то очень правильно. Хочешь власти? Пожалуйста. Золотой телец. Хочешь денег? Нет ничего невозможного. И любовь, и информация, да, или какие-то поездки, перемещения. Тут возможно все. Но, может быть, как раз вот одно из того, что я перечислила у вас, и проясняется. Ну, тогда вам высшие силы помогают осуществить свое намерение. Крепко надо подумать, как взаимодействовать, да, тут себя все-таки надо беречь. Баланс придется держать по этой карте. Но уже как будто вот этот корабль, и у вас он тоже выпал, символ Меркурия, как я говорила, перемен, он уже на горизонте. Поэтому я тут вижу какая-то ситуация,
из прошлого, по которой вы не могли ничего сделать. Она тоже близится к концу. И это не значит, что мы сели и сидим, ждем. Когда же там завершится, а потом я буду думать. Нет, все-таки карты больше призывают к тому, чтобы мы именно в феврале не упустили какую-то возможность. Ваши достижения. Ну, что ты тут добавишь? Солнце. Вообще у вас очень добрый расклад, мои дорогие любимые весы. Конечно, по Солнцу иногда идут, как наши, знаете, предубеждения, наше эго, мы говорим. И вот нельзя давить на кого-то авторитетом. Пользуйтесь дипломатией, мои дорогие. Вот, кстати, даже для мужчин. Карта императрица, да, она может для кого-то свидетельствовать, кстати, кто или что появится неожиданно. Ваша любимая женщина ждет ребенка. Ну, а для кого-то из девочек, может быть, когда ну, для кого это соответствует по возрасту и поставленным целям. Такое тоже может быть. Но все-таки карта Солнца говорит о том, что у нас возможности, причем какую-то траекторию вы избираете, ведь это карта выбора правильного направления. И тут нельзя ни в коем случае оплошать, тогда карта императрица. И если мы сказали надеяться сам на себя, так еще и дипломатом будь, как будто это необходимо. Шестерка Пентаклей нам тоже о дипломатии. Это, знаете, самая гармоничная карта или карта баланса, когда все уравновешивается. Может быть, даже то, что и где-то внутри вас происходит, и то, что происходит снаружи. Или когда мы, ну, по-другому теперь как-то видим даже те события, которые мы не можем изменить, повлиять, но мы как ракурс свой меняем. Каким образом это помочь может мне? Вот очень хороший вопрос. Если мы будем такой задавать, поверьте, из самых патовых ситуаций выход определенно будет. Потому что недаром говорят, кризис– это возможности. Может быть, так пространство, мои дорогие, высшие силы, у вас карта Иерофант, как по судьбе. Тут действительно что-то по судьбе вам, как определиться и решить. И это направление может быть буквально какая-то траектория или важная поездка, о которой вы задумаетесь в феврале и будете к ней готовиться. Для вас нет ничего невозможного. Финансы. Снова нам говорят, придется тебе где-то балансировать между эмоциями и более скрупулезным подсчетом. Математическим, может быть, буквально так. Для кого-то из вас деньги, помощь партнера, кто-то вам может помогать, но все же это единственная карта в колоде, которая так вот в целом, если мы на финансы, именно только король кубков может правильно переключаться между эмоциями, чувствами и материализмом, мои дорогие. И если мы говорим о любви, об эмоциях, то туда не нужно добавлять вот этого прагматизма. То есть те, кто относится к нам искренне, верно, те, кто нас любят, вот как будто уметь принимать любовь и дарить любовь. Но есть и вопросы материальные, никуда от них мы не денемся, да, и их вот надо решать без всяких эмоций, без может быть или если, а нужен рационализм и точный просчет. Просчет имеется в виду просчитать заранее, а не потом, когда уже поздно. В личной жизни у кого-то вопросы, связанные с детьми, а у кого-то это новый жизненный этап, да, имеется в виду по отношениям. И с учетом вот всех вообще карт, это даже в несколько подувядшие отношения может, знаете, как свежий ветер перемен прийти, правда? Когда вы посмотрите, может быть, друг на друга не с позиции там мама, папа, муж, жена, а вспомните о том, что вы любили друг друга. Вполне вероятно. Хотя для кого-то, опять же, все-таки пентаклевая карта, по пажам все-таки ученики. Кто-то будет занят работой, может быть, как ища вот даже, да, дополнительный источник дохода и работы на дому. Может быть, вы чему-то будете даже на дому обучаться. Мы тоже можем где-то этот вариант рассматривать, потому что кто-то даже работу на дому, может быть, и ребеночек маленький, и вроде ситуация такая финансовая, что нужно какой-то дополнительный доход искать. Ну, вот тут тогда вас что-то заинтересует. Рассчитывайте что-то до мелочей, я бы сказала так в целом. И неважно, чего это касается. Либо вопроса денег, либо вопроса ваших отношений. Ну вот нельзя замечтаться и нельзя что-то оставить на потом.
Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, а я благодарю вас за ваши душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео и откликаетесь, за то, что вы читаете мои публикации. Я оставлю все ссылки в описании под видео, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.